Город на Неве резко отличается от российских городов, как древних, так и новых. Архитектура, стиль и сплошные загадки, на которые до сих пор нет внятных ответов. Эпоха Петра — одна из самых противоречивых в нашей истории. Сейчас очень активно обсуждается его подмена во время поездки в Европу и последовавшая за этим резкая смена государственного курса. Уничтожение всего русского, навязывание европейских порядков, забвение более 5500 лет непрерывной русской истории и так далее. В 1703 году по решению русского царя Петра I на отвоеванных у шведов землях, называвшихся Ингерманландией, была заложена крепость Санкт-Петербург, также стал называться и город. Название было выбрано Петром I в честь святого апостола Петра. Первоначальное Санкт-Петербург было имитацией голландского произношения, кто бы сомневался. В 1720 году нелепое название Санкт-Петербург меняется на более благовидное Санкт-Петербург. Нам рассказывают, что городская застройка происходила за пределами крепости, что, естественно, по берегам Невы, для чего пришлось осушать многочисленные болота. И самое интересное, что все это делалось без учета гидрологии, значительными заглублениями жилых помещений в грунт, водоносный слой. Странно. Считается, что работами руководили иностранные инженеры, и это как раз неудивительно с учетом личности Петра, но дает дополнительный повод для размышлений. То ли наши отказались от авантюры, то ли иностранцы на болотах строить не умели, а может еще какие-то причины, но в итоге мы имеем очень неоднозначные архитектурные решения. Вполне ожидаемо, самые большие проблемы город получил из-за регулярных и разрушительных наводнений. К примеру, в 1705 году вода затопила даже более высокий левый берег, замочила припасы, сложенные на Адмиралтейском дворе, и разрушила не один дом. Но ведь это было ожидаемо, не так ли? Тогда зачем заглублялись? Не логичнее ли было стремиться повысить уровень поверхности? Бытует утверждение, якобы Петр запретил каменное строительство по всей России, кроме Петербурга. И несчастные, враз потерявшие заказчиков каменщики, уныло и, что самое главное, добровольно потянулись на заработки в Петербург. А понеже ускорить и оптимизировать ведущуюся стройку века, он еще и повелел с каждого воза брать каменный налог. То есть всяк въезжающий в славный город на Неве обязан был приволочь с собой некоторое количество булыжников или уплатить компенсацию за оно и в казну. Очень мило. Кто во что горазд пруд Каменюки, кто какие найдет, а что из этого строили здания, дворцы. Оригинально. Особенно зная умение нашего простого люда извратить смысл указания да наоборот. Далее продолжает наша первая городская легенда в стиле несколько отдающем витиевато возвышенный летописный. Со всех краев прибывал люд рабочий, ремесленники и крестьяне для работ на строительстве. Что, правда, прямо-таки прибывали? То есть с каменщиками мы уже разобрались. Архитекторы, плотники, инженеры, прорабы и другие полезные специалисты слетались на болото, аки-мухи на мёд. А уж про крестьян и говорить нечего. Чего ему себя в деревне делать-то? Так бы уж и сказали, пригоняли насильно. Но вопрос, откуда понабрали столько квалифицированных специалистов, не снят. Строительство города с 1704 по 1717 год в основном выполнялось силами работных людей, мобилизованных принудительно в рамках натуральной трудовой повинности. Они валили лес, засыпали болото, строили набережные и выполняли другую неквалифицированную работу. В 1704 году в Петербург вызвали, снова поправлю, пригнали насильно, в основном крепостных помещичьих и государственных крестьян. Работы велись преимущественно вахтовым методом. Пригнанный работник отрабатывал 2-3 месяца, после чего уходил домой, если еще мог. Все мои кажущиеся такими едкими комментарии подтверждает вопиющий случай. Работники, пригнанные в 1707 году из Белозерского края по капризу самодержца, набрались смелости и сбежали. Что тут началось? Образцовый император, крайне возмущенный отказом простолюдинов рубить для него окно в Европу, велел собрать всех, что называется от мала до велика, членов семей сбежавших, рассадить их по тюрьмам и держать там, пока не сыщутся беглецы. А что просвещенный государь в Европах понабрался, чему удивляться? Наконец, после 1717 года трудовая повинность заменяется денежным налогом, около 300 тысяч рублей в год, а строительство города ведется уже силами вольнонаемных рабочих. Остается заметить, что налог раскидали на всю матушку, Россию, а жить стали во вновь построенных дворцах, сами знаете кто.
Уже с 1712 года, еще будучи недостроенным, Петербург провозглашается столицей российского государства. В сырой и пустой город сгоняются все официальные учреждения и двор. Это уникальный в мировой истории казус, когда столица одного государства, России, на протяжении 9 лет находилась формально на территории другого государства, Швеции. Даже не зная, что есть другие версии, официальная, простите за резкость, никуда не годится. И в последующем мы в этом убедимся. В интернете много материалов, приводящих ряд доказательств, что Питер или откопали после обмеления Балтики, или отвоевали у шведов. Предлагаю остановиться на этих вариантах чуть подробнее. Нас, мягко говоря, вводят в заблуждение истории основания Санкт-Петербурга в дикой местности, среди сплошных болот, где водились только финно-угорские народности. На месте, где вольготно раскинется безудержное строительство будущей северной столицы, располагались в то время шведская крепость Нейншанс и город Нийон. А сама местность, если погрузиться во тьму веков, испокон принадлежала Новгороду, а затем Новгородской республике. Еще наш преснопамятный летописец Нестор писал о походах новгородцев по Неве, в Варяжское море и далее вплоть до Рима. Петр основал город отнюдь не на пустом месте, где мужики по пояс в ледяной воде вбивали друг другом сваи в болото, а поставил или же присвоил столицу на весьма доходном, бойком и населенном месте. То, что место это было действительно ценное, свидетельствует длительная история противостояния за него между Новгородом, а впоследствии и Россией со Швецией. Как оно закончилось, мы знаем. А вот как это все начиналось. Древние русские территории были обменены временщиком Василием Шуйским, взошедшим на престол в смутное для России время, на эфемерную военную помощь от Швеции в 1609 году. Почувствовав неожиданную удачу, шведы решили за благо не останавливаться на этом и отмахнули себе еще и другие земли русского северо-запада. Приневье также было в их числе. По заключенному впоследствии Столбовскому миру эти земли остались за Швецией. Голландский путешественник Питер ван А. в своей книге о Швеции, ничуть не смущаясь, указывает на шведское подданство Петербурга и даже прилагает соответствующую карту. Шведы, как рачительные хозяева, немедленно стали обустраивать отхваченные территории, и вскоре рядом с крепостью Нейншанса сформировался сначала торговый посад, а затем и полноценный город Нийон. К 1677 году он уже был обнесен внешним кольцом укреплений. Гарнизон крепости был весьма приличным и насчитывал только солдат более 600 человек, да еще около 80 пушек с обслугой. За короткое время город Нийон стал крупнейшим в Натиборском лене, значительно превосходя и размером, и богатством знаменитый административный центр этого лена — город Нотиборг, Орешек, Шлиссельбург. Но он был не единственным. Всего на месте будущего Санкт-Петербурга располагалось около 40 различных поселений. Все это шведское богатство вместе с жителями, домами и причалами в 1703 году захватила 16-ю и тысячная армия генерала-фельдмаршала Б.П. Шереметьева. Поначалу бывший шведский Нийон был переименован Петром в скромный Шлотбург от Нидерл. Сладбардж, замок, город. Кто про это знает? Нам ведь до сих пор бессовестно врут про дикие, неосвоенные места. Сбор камня со всей России, Московии. Чуть не за пазухами таскали. С миру по камешку для дворцов собирали. Определенно, Санкт-Петербург строился не на пустом месте, а на месте нескольких торговых городов, крепостей, замков и многочисленных предместий. Это было освоенное и оживленное место. Откопал? Еще одна версия, связана с нестандартной архитектурой города и тем, что многие здания, в том числе и дворцы, оказались существенно ниже естественного уровня грунта, что, учитывая болотистость местности и постоянные подтопления, по меньшей мере странно. Некоторые исследователи считают, что ярко выраженная античная архитектура ранних построек, а также многих скульптур и памятников, объясняется гораздо более ранним основанием города. Предполагается, что в результате климатических изменений древний город ушел под воду, а впоследствии с понижением уровня моря снова появился на поверхности, где и был благополучно откопан и перестроен Петром, который, проникнувшись великолепием построек, решил придать ему статус столицы своей империи. В доказательство приводят отделку Исаакиевского собора, которую сложно или вообще невозможно воспроизвести в наше время, памятник Петру, где он изображен почему-то в римской тоге, сандалиях, римским коротким мечом и без стремян, царь в ванну, каменную голову из Сергиевского парка,
многочисленную отделку и лепнину зданий в античном стиле и символами Священной Римской империи и еще много других странностей. Как всегда бывает в таких случаях, именно молчание и невнятные объяснения официальных историков подогревают и разгоняют интерес к этой версии. В совокупности с другими искаженными страницами нашей истории — Тартария, война с Наполеоном, гипотеза о подмене Петра, сокрытие древнейшей истории славян и так далее — это вызывает общее недоверие к устоявшимся, казалось бы, фактам. Для меня лично более понятна и логична версия использования Петром шведского города и крепости. Хотя я не могу объяснить, для чего это было скрывать и упорно настаивать на возведении города с нуля на болотах. Не хочется признавать существование древнего торгового центра в Новгороде и активное присутствие славян на Балтийском, ранее называлось Варяжским морем, по названию одного из племен южно-балтийских славян побережья. Может, не хотелось портить красивую легенду о прорубившем окно в Европу царе? Оказывается, славяне издавна и вполне успешно с Европой торговали и не в окно, а в широко распахнутые ворота. Романовским историкам нужно было во что бы то ни стало обелить и возвысить царя Питера, уничтожившего до 30% населения Московии, России. За всю его деятельность по переформатированию русского государства на западный манер он был таки удостоен титулом императора. Вот только какой державы, если Московское царство в то время проходило по границам Дона и Волги? Случайно ли в Москве и Питере так много масонских символов? Статуй и скульптурных групп с античными богами, как две капли воды, похожих на римские, берлинские, парижские и так далее. Быть может, не зря так много следов и признаков указывает на Священную Римскую империю. И Горбачев с Ельциным не первые продали страну западным партнерам, а странный царь Питер и здесь стал первым. Опубликованные в статье версии являются одними из возможных вариантов событий. Есть множество доказательств как за, так и против них. Принимать решение только вам.